Ну что, мои родные, чтобы изменять наше будущее, да, мы должны изменять наше настоящее. И отчасти я сегодня предлагаю вам заняться моделированием. И если вы действительно хотите в будущем иметь то, что вы никогда не имели, будьте готовы делать сегодня то, что вы раньше никогда не делали. Ну что ж, вам сегодня предстоит услышать прогноз по временам года. Пентакли олицетворяют у нас зимний период времени, зима. Весна – это чаши. Вы, наверное, уже догадываетесь, что это осень. Так? И зима. Договорились? Так. Вам предстоит выбрать черный или белый кристалл. А я уже начала готовиться. И настраиваться на ваше подсознание. Поскольку ваше подсознание знает все, мне не нужно для этого соединяться с эгрегором Таро или заниматься какой-то магией. Все очень просто. Обыкновенная метафизика. Немного сверхспособностей, и вуаля, можно настроиться на подсознание любого человека и даже группы людей. Об этом я много рассказываю в моих турах по местам силы. Семинар у нас готовится, тур в Грузию, о котором вы можете все узнать через группу в Вайбере. Ну что ж, я готова. Вы выбрали, кто пишет «Я готов», «Я готова», да? И мы начинаем. И я оставляю позиция номер 1. Так, мои золотые. В центре у нас сейчас окажется карта, которая будет говорить об основной тенденции для вас в 2019 году в отношениях. Извините, что долго. Информация не шла. Не шла информация очень долго по первой позиции. Будем смотреть, почему. Дайте подтверждение, что трансляция идет обычным образом. Все хорошо. Благодарю. Итак, смотрите, мои дорогие, кто выбрал первый кристалл. Идет мужчина. Не сразу пошла информация. Сейчас будем смотреть, почему. Может быть, я буду спрашивать, задавать дополнительные вопросы. Но мужчина достойный, хороший. Король Пентаклей – это человек, вы знаете, может быть, по психотипу это либо знак Земли, по гороскопу, да, Телец, кто там у нас еще, Козерог, да, и Дева. Так, по-моему. Смотрите, либо это человек просто твердо стоящий на ногах, знающий, чего он хочет, человек зрелый, взрослый, не юный, с опытом,
возможно, уже, да, и со статусом и так далее. То есть со сложившейся, скажем, уже судьбой, со сложившейся жизнью. Гадают сейчас на белый кристалл. Кто выбрал белый кристалл, Олечка, тем сейчас гадают. Итак, давайте посмотрим, когда же вы встретитесь. И первое у нас зимой. Весной. Летом. И осенью. Ну что ж, вероятность того, что вы встретитесь осенью, очень велика. Но также пентакли вышли и на весну. Однако весной, возможно, может быть, вы познакомитесь, но не придадите этому серьезного значения, возможно, как вариант. Либо у вас будет еще, знаете, здесь могут быть люди, которые еще пока не разобрались со своими отношениями. И поэтому здесь, видите, двоечка пентаклей говорит о том, что либо у вас будет несколько партнеров, между которыми вы будете выбирать, общаться, как-то раздумывать, да, туда-сюда, либо вы просто не придадите, вы познакомитесь, но особого значения этой встречи не придадите. Что интересно, смотрите, зато к зиме у вас развиваются, вернее, извините, какая зима? К осени, да? Зима, весна, лето, осень. К осени. К осени у вас уже более стабильные взаимоотношения. Это как раз его масть. Здесь возможен уже разговоры о том, что надо как-то развивать отношения, нужно что-то делать. Возможно, поездка совместная, либо к нему, либо его поездка к вам. Понимаете? То есть вот в течение полугода я вижу, что вот в период, видите, этого лета, да, лета, у вас будет ситуация, когда вы будете еще в таком состоянии, когда вы, ну, совершенно не будете знать, что вам делать. Сейчас, зимой, у вас ситуация, когда контакты маловероятны. Вы находитесь в состоянии, возможно, вы на выходе из отношений, либо просто не чувствуете в себе сейчас особого запала к знакомствам, к новым отношениям, нет предрасположенности. То есть это не значит, что на вас не обращают внимания. Скорее всего, вы сейчас не особо расположены с кем-то общаться. Давайте посмотрим. Я бы хотела взять дополнительные карты, чтобы посмотреть, почему вы так себя сейчас чувствуете. Давайте посмотрим. Ну, вы знаете, все в порядке с вами, все хорошо. Просто-напросто когда-то нужно подумать и о себе. Вы сейчас набираете сил, вы заняты собой, возможно, и своей красотой, и своим здоровьем, или просто отдыхаете. Ну, в общем, морально вы сейчас просто не склонны себя загружать. Вы больше сконцентрированы на себе любимой. Ну что ж, это прекрасно. Давайте раскроем весну. Что же здесь все-таки происходит в отношениях? Угу. Все-таки здесь возможна поездка, но вы не будете, просто видите, у вас какое настроение. Вы держитесь особняком и не склонны сейчас, весной даже, быстро вступать в какие-то новые отношения.
Поэтому я же говорю, здесь возможно даже поездка, то есть вы как-то задумываетесь о будущем, но уж очень много думаете, уж очень много размышляете. Ну, наверное, так надо. Сейчас вы просто хотите, вероятнее всего, серьезных отношений, поэтому у вас произошла внутренняя трансформация. Вы не хотите старые схемы, вы анализируете, к каким отношениям новым вы уже готовы. Так, посмотрим. Ольга говорит, что едет в круиз. Да, здесь возможно, видите, вот путешествия, дальние страны. Да, это возможно, вполне возможно. Ну, вообще вы находитесь в каком-то внутреннем поиске, в каком-то путешествии, даже если никто никуда не едет, да, это путешествие вглубь себя. По отшельнику вы очень глубоко путешествуете, вглубь своего сознания. Вы становитесь взрослее, умудреннее, вы готовы сейчас именно не повторять, тут хочется вот именно сказать, вы не будете повторять ошибки предыдущих отношений. Вы все взвешиваете, еще раз перемеряете, никуда не спешите. Это правильно. Весна. Что же у нас летом происходит? Давайте раскроем поподробнее. Здесь, вы знаете, какие-то отношения могут всплывать прошлые на самом деле. Здесь много ретро-карт, постоянно вы смотрите в прошлое. Все лето вы в каком-то ступоре находитесь. Вы думаете, все продолжаете думать и анализировать. Здесь возможны связи с прошлыми вашими мужчинами, если они такие есть. Но вы продолжаете их поддерживать зачем-то, хотя они вам совсем абсолютно не нужны. Это, так сказать, история уже закрыта, как будто бы я смотрю у вас. Ну, в общем-то, не знаю, девушки, я вам хочу сказать честно, подумайте насчет прошлых отношений. Я тут, как будто бы вы про них все знаете. Ладно, это лето. Ну и что же, наконец-то, наша замечательная осень, где у нас наконец-то вырисовываются отношения. Давайте посмотрим. Ах, вот оно как. Ну вот, видите, все-таки осень не подкачала. Осенью здесь уже начинаются серьезные разговоры с королем Пентаклей. Смотрите, знакомство, здесь я могу вам так сказать. Либо вы с этим человеком уже знакомы, потому что либо, вероятно, знакомство возможно вот весной, либо вы уже с этим человеком знакомы. Но к осени начинаются какие-то движения очень серьезные в сторону этого человека. Так, как он будет к вам относиться? Его действия. Ну, его действия, он будет решительно действовать. Здесь все действия идут к тому, что мужчина готов взять на себя ответственность. Как вы будете к нему относиться? А вы все думаете. А вы все думаете. Девушки дорогие, у вас все шансы выйти замуж, но вы на самом деле живете еще прошлым. Я не знаю. Наверное, перезагрузка в Грузии рекомендована тем, кто выбрал белый кристалл. Ох, не знаю, не знаю. Что-то вас здесь останавливает. Мужчина к вам идет. Мужчина хороший, с хорошими намерениями он идет. Но вы как-то еще пока во мраке, каком-то в полумраке находитесь. То есть здесь все больше зависит от вас. Я не вижу здесь проблем в мужчинах. Здесь вам нужно разбираться. Давайте возьмем подсказку Таро. Как вам лучше себя вести?
Ух ты! Как вам надо себя вести? Ух ты! Ничего себе! Смотрите, вам не нужно бояться делать выбор, экспериментировать, общаться с мужчинами. У вас идет, видите, первая спиночка ровно, аркан победителя, гармонии внутренней. То есть как вы себя поставите, так и будете. Вот эта карта говорит о том, что вы несете свою ценность в этот мир. И, в принципе, вам нужно общаться просто с мужчинами. Непринужденно, спокойно, по-дружески, открыто. Просто разговаривать, просто общаться, не замыкаться. Да, страхов много, видите сами, да? Девочки, вот в Грузию, все в Грузию. Здесь у вас идет такой внутренний сейчас, ну я вижу по всем картам, вы в раздумьях, в глубоком погружении. Ушла в себя, вернусь не скоро. Но все это проходящее. Прогноз у вас хороший. Проблем у вас не должно быть в плане того, чтобы обращать на себя внимание. Мужчины к вам, вот я вижу, что и не один, да, то есть на вас обращают внимание. Проблема в том, как вы к ним относитесь и как вы видите себя, насколько вы себя видите в новых отношениях. Вот так, мои дорогие. Напишите, насколько отрезонировало. Иногда вы выбираете неправильную позицию, вас подводит интуиция. Я всегда говорю, слушайте оба расклада. Жизнь наладится, как только мы позволим себе освободиться от паразитарных программ, деструктивных матриц. К нам относятся ровно так, как мы относимся сами к себе. Приходите, пожалуйста, будем делать раскопки. Это очень интересно. Приходите ко мне на личные консультации. Вот, потому что я понимаю, насколько непросто самой порой разобраться. Я сканирую поле, я смотрю, насколько у вас есть в астрале еще привязки к мужчине. Мы можем провести целительство. То есть, если вы хотите отвязаться, мы можем провести целительство. Никакой магии, обычная метафизика. Так работает наше сознание. То есть с астральными полями мы работаем при помощи ментальных полей, при помощи мысли. И так как я умею это делать, то легко и свободно можно перепрограммировать ваше поле астральное, очистить его от паразитарных матриц и открыть двери в новую счастливую жизнь, мои дорогие. Ну а сейчас мы приступаем к позиции. Так, позиция номер 2. И это у нас черный кристалл. Благодарю вас, мои родные, что вы меня поддерживаете. Раньше никогда не думала, что вот так вот я буду перед камерой кому-то что-то рассказывать. Я до сих пор себя очень необычно чувствую. В принципе, все мои эфиры – это 2 месяца. Всего-навсего. Поэтому я только учусь. Благодарю вас за поддержку. Просто я люблю осваивать новое. Мне это очень нравится. Не забывайте, что я преподаватель по образованию. Я преподаватель английского языка.
25 лет стажа. Поэтому учиться, учиться и еще раз учиться. Анжелика. Как я тасую, понятия не имею, как я тасую. Девочки, я вообще не умеха большая, то есть я все делаю только по интуиции. Так что не обращайте внимания. У меня просто очень хорошо работает канал интуиции. Может быть, это результат моих 25-летних медитаций, я не знаю. Может быть, я такая родилась. Я уже не помню, это было давно. Вот. А сейчас я уже просто пользуюсь тем, что мне идет. Так, кажется, я готова. Всегда приходится отстраиваться от предыдущей позиции, чтобы настроиться на следующую. Итак, я настраиваюсь на черный кристалл и на тех, кто его загадал. И я смотрю основную тенденцию на 2019 год в отношениях. Угу. Информация опять очень долго не шла. Вот видите, в первой позиции отношения, в общем-то, они уже ближе к концу года, да, развиваются. Сейчас посмотрим, как здесь. Хороший аркан Солнца, исполнение желаний. Здесь, правда, нет мужчины, нет короля. Но исполнение желаний — это тоже хорошо, правда же? Так, давайте посмотрим сначала, как будут развиваться ваши отношения любовные, начиная с зимы. Итак, вот у нас сейчас зима. Чего вам ожидать зимой? Угу. Весной. Так. Летом. Угу. И осенью. Так. Ну что ж, я вам хочу сказать, судьбоносные события вас ждут весной. Действительно судьбоносные. А учитывая, что такой крупный старший аркан здесь Солнце, я вам хочу сказать, что ваша жизнь изменится. Летом. Летом я вижу уже пару. Вовсю. Уже просто любовь, отношения. Большая активность осенью. Суета. Чем-то вызвана она. Сейчас будем раскрывать. Но, мои девочки дорогие, зимой вы неприступные, просто снежные королевы. Это что это такое вообще? Ну, я шучу, конечно. Это что такое? Снежные вы мои королевы. Давайте раскрывать. Почему это вы себя так чувствуете сейчас? Что такое? Почему? Ах, вот оно как. Вы только что вышли из отношений. Все болит, все рвется пополам. Девочки мои, все пройдет, все будет хорошо. Точка поставлена, точка. Разрыв отношений. Ну что ж, нужно отлежаться. Можно немножко поныть.
Но не слишком, потому что весной, сейчас посмотрим, что вас весной ждет, да, то есть тут такая карта лежит серьезная вообще. Перемены прямо на 180 градусов. Ну, весна, вас ждет что-то весной, что-то очень серьезное. Звезда, аркан звезда, исполнение желаний, мечты, знакомства, вот все, к чему вы стремитесь. Весна. Ну вот он и король жезлов. Девочки, яркий, харизматичный, в палец в рот не клади, заметный мужчина. Такая крупная добыча, я вам хочу сказать. Статусный, деловой. Ну, такой нравится всем. Я вам так скажу. Такой нравится всем. Ну, хорошо. Что же у нас... так, лето, да? Летом. Что у нас летом? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж такое, а? Может, это... Знаете что? Такое впечатление, что здесь может вмешаться опять какие-то бывшие отношения, прошлые отношения летом. Ну вот видите, карта выбора. Но неужели вы будете выбирать между вот этим вот мужчиной замечательным и вот этим манипулятором, который и так доставил вам достаточно много слез, и с которым вы уже не один пуд соли съели? Даже не представляю. Вы же такие у меня умнички. Ну ладно, давайте разбираться дальше. Так, осень, да? Что же тут за суета вокруг кота? Угу. Ну точно. Ну двое мужчин, родные. Что вы себе позволяете? Я прям не понимаю. Двое мужчин у вас. Да. Так, ну, конечно, вам выбирать, но один мужчина, которого вы хорошо знаете, опять-таки портил он вам нервы, ссорились, вы с ним ссорились и как-то не доссорились. Чего он хочет от вас? Ну, он все-таки вас добивается. Ну, хочет своего... Ну, вот он хочет остаться с вами. Ладно. Такой вопрос у нас будет, да? Вот этот вот новый мужчина, как он будет к вам относиться? Угу. 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 А, наверное, все из-за того, что он как бы будет вас видеть, да, женщиной, да, очень милой, да, очень приятной, да, действительно, вы его сразите в самое сердце. Но он что-то будет медлить, я смотрю. Долго будет что-то перебирать, думать. Почему? Может быть, он еще женат? Он на выходе из отношений. Смотрите, возможно, когда вы с ним познакомитесь, мужчина будет на выходе из отношений. Он просто морально будет не готов к серьезным отношениям на тот момент. Хорошо, посмотрим, а как вы к нему отнесетесь? Но вы будете более готовы к отношениям, чем он. Хорошо, его действия по отношению к вам?
Вам придется подождать. Ему нужно закрыть какой-то цикл, обнулиться. Он будет с вами общаться, разговаривать, приятно, все. Вы знаете, если хотите, давайте я сейчас, мне бы хотелось, знаете, сложить и взять для вас рекомендацию, потому что много карт выложено, и уже уходит, да, уходят карты, которые могли бы ответить нам на этот вопрос. Я бы хотела взять рекомендацию, как вам себя вести с ним, чтобы отношения, ну, если они по судьбе, да, если все это должно так и быть, грамотно и правильно развивались. Рекомендация для вас. Так. А вот как раз-таки рекомендация для вас. Не торопите этого мужчину. По судьбе ли он вам? Да, этот мужчина по судьбе. Только смотрите, не спугните, не торопите. Да и вы, в общем-то, должны еще разобраться со своими отношениями. Вам нужно в этом всем разобраться. Итак, к чему мы пришли? Весной вы познакомитесь, и действительно этот год, судя по вот этому аркану, будет для вас очень важным и решающим. В этом году могут исполниться многие ваши желания, многие ваши мечты. Понимаете? Хорошо бы только, чтобы вы точно знали, чего вы хотите. Помогла ли я вам? Ответила ли я на ваши вопросы? Или есть еще какие-то? Подумайте. А давайте, знаете что? Если у вас есть вопросы, на которые можно ответить да или нет, если у вас есть такие вопросы, да, на которые можно ответить да или нет, то я предлагаю вам сейчас в 3, 4 или 5 словах сформулировать такой вопрос. И таким бонусом для вас сейчас будет краткий ответ. Да или нет. На любой ваш вопрос я отвечу сейчас да или нет. Итак, я концентрируюсь сейчас на вашем подсознании. Я прошу помочь мне ангелов кармы. Я призываю силу и мудрость рода для того, чтобы дать четкий и правильный ответ. Да или нет. Те, кто часто смотрят меня, уже знают, что очень часто выходит императрица. Императрица – это да. Но перед императрицей, я вам признаюсь, вышло несколько мелких карт, которые не до конца
раскрывали, скажем так, ответ, поэтому я ждала, когда будет старший аркан, и вот императрица. Но мелкие карты показали, что с большим трудом это все будет происходить, потребует усилий, и, возможно, вам придется ездить, переезжать. В общем, короче говоря, это предполагает движение, решение этого вопроса. То есть от вас потребуется не сидеть на месте. Вам реально придется ездить, да, перемещаться. То есть не знаю, что вы загадали, но просто здесь невозможно будет достичь успеха в пассивности. Хотя ответ положительный. Итак, вы довольны? Я сумела раскрыть для вас. Достаточно ли я вам рассказала? Напишите. Дорогие мои друзья, мне действительно очень приятно с вами проводить вечера. Я вам благодарна за то, что вы приходите ко мне на живые эфиры. Я, конечно, благодарна всем, кто смотрит меня потом, да. Конечно, всем своим подписчикам я очень признательна. Я вам хочу сказать, что это мое служение. Я делаю это, потому что не могу не делать. Я до этого просто доросла. И я благодарю всех моих кураторов, учителей, весь свой род за то, что терпеливо меня растили и воспитывали. И что теперь я могу жить, любить, творить и помогать людям. Благодарю вас, мои дорогие друзья, и до скорых встреч! Не забывайте поставить лайк под этим видео. Пока-пока!